Знаковый символичный пейзаж для тех, кто учился в ХЭПе. Хотят принизить великого Фройда. У меня сейчас застряла как-то эта вся история с музыкой очень в голове. Для древних философов философия не было то, что мы понимаем под этим словом. Какие-то сразу фантазии возникают, как должен выглядеть кабинет философского консультирования. Представляю себе такие советы, как жить. Зачем об этом говорить? Прошу прощения, надо хлопнуть и прерваться. На самом интересном месте. Томас, может быть, было бы здорово, если бы вы немножко про себя рассказали, как-то, для тех, кто не знаком, в отличие от нас. Может быть, как все начиналось и свой жизненный путь, и что привело к консультированию? Свой, так сказать, философский путь звучит немножко напыщенно, но не придумаю, как это назвать. Насколько я помню, то вот эта философская практика даже в то время, когда я не знал самого этого слова, и вообще не было тогда. Это 1981 год. Был Советский Союз. Я был, как Маяковский говорит, гражданин Советского Союза. Конечно, это накладывало множество ограничений. В Литве не было не только факультета, даже вообще философия преподавалась только как такой общий курс в других факультетах. И вот тогда решил, что надо что-то выбирать, как мне кажется, наиболее близкое к философии. Я поступил в математический факультет. И там так получилось, что сейчас не помню, на втором или в третьем курсе я услышал, что такой философский кружок образуется. Лекции были на разные философские темы, писали рефераты. И вот тогда оказалось, что все-таки я могу поступать в аспирантуру по философии. Стал кандидатом философских наук. А потом пришел Горбачев к власти, все начало меняться. Какая-то свобода появилась, когда ты можешь делать все, что угодно. Но все равно вот этот аспект, который нас с вами сейчас интересует, в основном это практическая сторона философии, она все-таки оставалась где-то в периферии. Потом Римас пригласил меня в Бирштанаш преподавать. Как-то очень хорошо почувствовал себя в этой среде. Понял, что это примерно то, о чем я все время думал. Такая психотерапевтическая ориентация философии, как мне показалось, и до сих пор так кажется, это и есть то, что нужно. Потом удалось мне немножко пообщаться с теми, кто за границей занимается, с Ахенбахом, еще с несколькими практикующими философами. И с Римасом мы поговорили как-то совершенно случайно об этом, и он предложил, говорит, давай попробуем здесь эту программу запустить. Что из этого получится, не знаю, но было бы здорово, если бы удалось как-то собрать достаточное количество слушателей, которые заинтересовались бы этой программой, и начать уже работать. И вот сейчас мы находимся как раз на этой точке моей философской биографии. Группа в разгаре.
Томас, а вы преподаете в Вильнюсском университете? Ну, это в прошлом времени, надо говорить. В уставе Вильнюсского университета там есть такой пункт, что 70 лет – это предел, когда преподаватель может еще работать со студентами. И кто же тогда будет работать? Есть? Ну, молодежь. Да? Да. Приходит молодежь, а стариков на улицу. Старикам здесь не место. Для философского факультета они могли бы поменять возрастной ценз. Ну, я бы не против. Единственная радость приезжать сюда, в Бирштонс, заниматься с здешними студентами. Ну, даже интереснее мне признаться, конечно, это может звучать как басня о лисе и винограде, но легче мне найти общий язык вот с людьми, которые практикуют в области психотерапии. Угу. А вот философский факультет Вильнюсского университета там все-таки такая... Ну, академическая. Да, академическая. На завершающей встрече с Римусом, по-моему, когда это было в понедельник, он сказал о том, что ему кажется очень важным выводить терапию на свидание с философией. Ну, мне тоже так кажется. Но ровным счетом и наоборот, я бы сказал, что философию выводить в эту сторону. И вот всю эту программу, когда я делал с Римусом, советуясь, то как-то так и представляю себе, что здесь такое как бы встречное движение с обеих сторон. Какие-то сразу фантазии возникают, как должен выглядеть кабинет философского консультирования. Ахенбах, которого я считаю в какой-то мере своим учителем, он там разработал такую довольно, в общем-то, странную, я не совсем понимаю, зачем это нужно, схему. Они сидят напротив с клиентом, а здесь на стене висит зеркало. Ну, может быть, какое-то периферическое зрение, может быть, схватывает вот эту штуку. Но мне это осталось загадкой. Ахенбах эту схему как-то, он ее рекомендовал? То есть он как-то описал ее? Или это просто так, как он проводил эти встречи? Это зеркало? Зеркало, да. Ну, я не знаю, я спрашивал у него, но он как-то выкручивается от ответа, зачем это нужно. Ну, говорит, вот так, привычно для него. Я вспомнил в Вене, в музее Зигмунда Фройда, там, не знаю, довелось ли вам быть, там, где он работал в Вене, на оконной раме там висит зеркало тоже. И вот я как-то посмотрел, подумал, ну, это очень как-то символично выглядит. Смотришь как будто через окно вовне, а зеркало как раз возвращает тебя обратно. Вот какая-то такая мысль пришла в голову. Но потом злые языки объяснили, в чем дело, что когда там ведь у него протез был во рту, и он просто поправлял этот протез, стоя перед окном, чтобы светло было, и глядя в зеркало. Как-то разочаровало меня это объяснение. Не стало этой символичности, хотя, ну, не знаю, может быть, те, кто объясняют таким банальным способом, хотят принизить великого Фройда. Я прав, может быть, в самом деле это такой символ как бы самосознания, что смотришь через окно, а зеркало возвращает тебя обратно, и ты видишь себя самого. На набережную, может? Пойдем.
знаковый символичный пейзаж для тех, кто учился в ХЭПе. Такие виды Угу. с плавающими лебедями еще вполне соответствует. Красиво. Поскольку мы с вами говорили перед сегодняшним разговором о том, что как-то хочется определить эту разницу между, ну или не определить, или решить, что ее нету, между психотерапевтическим консультированием и философским консультированием, я вот как раз подумал, что можно попытаться определить через разницу, кто к кому приходит на свидание. Ну, по крайней мере, попробовать. А что если не психотерапию привести на свидание с философией, а философию привести на свидание с терапией? Когда приходится с людьми говорить об этом, то вопрос о границах и различий почти автоматически возникает. А чем это отличается от того, чем психотерапевт занимается? Просто мы привыкли к разграничению различных областей, различных дисциплин, и кажется, что это что-то естественное. Но на самом деле ведь эти разграничения, они, наверное, всюду, даже в естественных науках, скажем, где проходит граница между физикой и химией, и, к примеру, если вот такой вопрос спросить, там какие-то темы, какие-то проблемы, наверное, они различают эти области, но когда углубляешься, то оказывается, что есть какой-то плавный перевод. Вот точно так же и здесь. Что просто человек приходит к другому человеку за помощью. Ну и по ходу беседы удается либо не совсем эту помощь оказать, а когда возникает вопрос, кто это такой, к кому я пришел, терапевт или философ. Более того, ведь я обычно, когда речь заходит о таких вещах, делаю ссылку на такого автора, как Пьер Адо, историк философии, занимавшийся античной философией. И вот он очень убедительно показал, что все-таки для древних философов философия это не было то, что мы понимаем под этим словом. Это не чистая теория, это скорее как раз вот как Адо это определяет, образ жизни. Ну а более конкретно, вот скорее терапевтическая практика. Какая-то трансформация философии произошла, когда просто монастыри переняли вот эту практическую часть, а в университетах остается тогда вот то, что мы в наше время там и находим от философии. То есть такая чистая теория, да. И здесь мы снова приходим, по-моему, к этому сложному вопросу про общность и разность между терапией и философским консультированием. Если посмотреть на содержание программы по психотерапии, то там видно, что все-таки философии очень большое внимание уделено, и иначе, наверное, быть не может. Вот если с этой стороны смотреть, то здесь получается так, что просто философская практика, она может рассматриваться в качестве психотерапии, в которой вот эта философская часть немножко расширена. А с другой стороны, если со стороны философии смотреть, то современная философия все-таки находится в кризисном состоянии. Ну, представьте себе, выходим на улицу и просто каждого встречного прохожего спрашиваем, что он думает о философии. Я почти уверен, что вот то, что мы услышим в качестве ответа, это для философа будет довольно неприятно звучать. Это такая, ну, в общем-то, ненужная вещь. Лучше
вообще упразднить философские факультеты в университетах, поскольку ничего там толкового там нету. Ну, в самом деле так и есть, ведь выпускники философского факультета, они, как правило, находятся в таком незавидном положении, когда надо искать место работы. Учеба уже закончена, диплом в кармане, а что дальше делать? Мест в университетах преподавать философию не так уж много. Ну и что тогда получается? Философ, он такой профессиональный безработный, так сказать, должен искать какую-то работу, строго говоря, не совсем по специальности. Ну и вот эта программа, она, по идее, должна возвратить философов к истокам, к реальным жизненным проблемам людей. Я не вижу здесь какой-то конкуренции в том смысле, что вот люди идут к психотерапевтам, а если вдруг появится философская практика, они уйдут от терапевтов и придут к философам. И здесь опять меня Римас воодушевил. Ему кажется, что практикующие терапевты, если бы они дополнительно, так сказать, взяли бы вот эту программу, то просто в их психотерапевтической практике появились какие-то продуктивные моменты дополнительные. Само понятие философии, наверное, является наиболее таким спорным понятием, где граница философии, где она кончается, где она начинается. И в каком состоянии надо пребывать для того, чтобы заниматься философией, наверное. Я согласен вполне. Понятие соответствующего состояния. То есть, если просто мы рассматриваем это как приобретение какой-то информации, ну, скажем, в истории философии так оно и получается иногда, что историк пересказывает различные концепции, древние или современные, и на этом все кончается. Ничего дурного в этом нет, но это уже нечто другое. Все-таки как-то проникнуть более глубоко к истокам этой проблематики и услышать в понятиях нечто живое. Вот это, мне кажется, является главным. И если удается на этот уровень выйти, то вот это и есть такая философская практика, как я ее понимаю. В этом отношении это не столько информация, сколько какое-то упражнение, скорее, упражнение вместе с философом. Человек, который чувствует себя не вполне уютно в этом мире, может пытаться как-то найти выход или подход к тому, что мы смыслом жизни обычно называем. Интересно сказали упражнение. У меня как-то сразу включается такой, я думаю, упражнение на какую мышцу? Что же мы здесь упражняем все-таки? Мне приходит в голову когда-то давным-давно Мамардашвили в одной беседе предложил такой мне очень понравившийся образ сравнения. Мускулатура души, то есть философия как тренировка, вот по аналогии с тем, чем спортсмены занимаются. То есть что там, человек, который поднимает вес много раз, со стороны глядя, он занимается совершенно бессмысленной вещью. Все равно потом опускает эту штангу и вновь поднимает.
Или бегун, который бежит по кругу, тоже как-то по-дурацки все выглядит. Но если посмотреть под другим углом, то это ведь, развитие мышц происходит. Может, развернемся там шумно немножко. Вот как-то так можно по аналогии, наверное, философскую практику себе представить. Люди разные, одни атлеты, другие дистрофики. Ну и вот если человек обращается за помощью, то можно попытаться помочь ему как-то эту мускулатуру развить. Что я там еще в программе хотел бы тоже затронуть? Не только литература, не только поэтическое слово или художественная литература, но, скажем, кинофильмы и даже музыка. Эти формы, они мне кажется, тоже здесь вполне приемлемыми могут оказаться. Вот это понятие смысла жизни. Как это можно было бы метафорически выразить? Что мне приходит в голову, так это именно музыка. Предлагаю иногда некоторым своим клиентам, если подходим к этой теме, представить себе, ну, скажем, вот в кино это очень, мне кажется, наглядно видно. Смотрим фильм и убираем музыку из него. Что получается? То есть весь этот образный ряд и даже текст, он остается, но музыкальный фон убирается. И вот наблюдать за тем, как меняется смысл того, что мы видим. То есть сюжет, он не затронут, все нормально. Но то, что происходит на экране, воспринимается нами уже совершенно иначе. Вот если этот эксперимент в качестве аналогии взять, то что смыслом жизни называется, можно представить себе именно в качестве такого музыкального фона. То есть мы живем каждый своей жизнью и даже представим себе, что ничто не меняется. Те же самые ситуации. По утрам встаешь, идешь на работу, вечером возвращаешься домой. Но вот к этому всему добавляется что-то вроде такого музыкального фона. Подложки такой. Да. Которая может сделать ее драматичной, может сделать... Именно поиск смысла жизни, вот к чему он направлен. Ну вот к чему-то такому, как я себе представляю. То есть это не рекомендации, что вот, Алексей, вы плохо, что вы без галстука все время ходите, поэтому вы такой несчастный. И вы говорите, вот, спасибо. И начинаете вдруг появляться в Бирштонесе в другой форме. Ну и что из этого? Вряд ли от этого смысла добавится в вашей жизни. Просто ищем, вот как нашу жизнь облечь в какую-то музыкальную оболочку. И вот, насколько это может быть удачным, зависит от конкретной ситуации. Здесь уже нет каких-то универсальных рецептов. Я сейчас застряла как-то вся история с музыкой очень в голове. И с каким-то вот с этой подложкой музыкальной. И я думал о том, что кто-то вообще, наверное, сказал бы, что музыка всегда пробуждает. С другой стороны, я подумал, наверное, что может быть, не всех и пробуждает, а кого-то очень даже хорошо как-то убаюкивает. Все равно ведь существуют люди, у которых нет музыкального слуха. Вот что с ними делать? Чтобы понять что-то, надо соответствующую группу мускулов души иметь достаточно развитым, чтобы ты мог совершить
какое-то внутреннее движение, понимание. Все-таки души, не ума. Ну да, я бы сказал все-таки души, так как Мамардашвили это и представил, поскольку все-таки не знаю, что вы, Алексей, имеете в виду, когда говорите «ум». Мне так вот это слово всегда ассоциируется с такой, довольно узкой сферой внутренней деятельности, то есть мышления, что вполне умещается в области логики. И это тоже, конечно, требует упражнений и развития. Но кроме ума есть еще воля и чувства. Не знаю, когда-то я пытался себе выяснить, а что же означает вот это слово «экзистенциальность», экзистенциальная психотерапия. Две такие вещи мне пришло в голову в конечном итоге, что одно – это вот какая-то такая совокупность вот этих частей души, ум, воля и чувство. То есть не ограничиваться какой-то одной сферой, но не упускать из вида переходов от одной области к другой. А второе – это такая радикальная индивидуальность. То есть вот то, что не вмещается в общее понятие, даже когда мы говорим уже, пользуясь понятиями из области психологии или антропологии, то есть о человеке говорим. Здесь очень мне нравится такой каламбур, который я у Набокова нашел. Все люди смертны, но я-то не все. Здесь, мне кажется, очень точно он уловил вот как раз этот аспект, который и связан со словом «экзистенциальное». То есть такая абсолютная индивидуальность, как для психотерапевта, так и для философского практика, мне кажется, является основной темой. То есть выйти к этой такой радикальной индивидуальности. Приходит к вам новый клиент, с которым вы еще не встречались до сих пор. С чего начинаете, если не секрет, Алексей? Это, наверное, очень зависит от клиента. Сам факт, что он пришел к вам, уже на что-то существенное указывает, что здесь что-то у него не в порядке, он нуждается в помощи, да. Как я сам делаю обычно, и как я понимаю для себя самого то, что я делаю, выяснить, насколько человек, который пришел к тебе за помощью, чувствителен к определенным вещам. Насколько он может воспринять эту мелодию жизни, если можно ее так выразить, воспринять не просто, что у него там в ушах анатомически и физиологически все в порядке, но вот именно эта мускулатура души здесь должна быть задействована. То есть он может, должен быть в состоянии войти в определенные состояния. И если оказывается, что здесь что-то у него не в порядке, то тогда... это и есть то место в его душе, на которое надо все внимание направить и пытаться какие-то... как говорят специалисты, что, конечно, бывают безнадежные в музыкальном отношении люди, что у них там медведь на ухо наступил в детстве, как говорится, кажется, и ничего не поделаешь. Но большинство людей, они способны к какому-то пробуждению, развитию вот того, что музыкальным слухом мы называем, и, скажем,
учитель музыки в школе, он может очень многое в этом отношении сделать. Я сразу начинаю фантазировать, а как проверить этот философский слух? Или вот эта вот чувствительность. А ведь там, если человек приходит к преподавателю музыки, то его просят там повторить какой-то, ну вот у нас стоит инструмент, Да, повторить какой-то такт или там подобрать ноту. Как-то так у меня и получается. Вот в самом деле это такие элементарные тесты, так сказать. Я могу предложить какую-то такую более или менее стандартную философскую мысль и чтобы как ритм повторить ученику. Таким образом удается нащупать какие-то такие нулевые характеристики. Мне очень интересно узнать или услышать какие-то вопросы, как бы могут быть, которые проверяют вот эти вот, какой-то, может быть, я не знаю, такой простой пример вот этой мысли, которую клиент мог бы повторить или не повторить. Хотите пример? Угу. Ну, вот тот же самый, который у Набокова процитировал. «Все люди смертны», к примеру. Не знаю, думаю, согласитесь, Алексей, что тема смерти, она такая подчеркнуто философская. И вот простая тема, 3 слова, все люди смертны, все. И вот как 3 ноты, пожалуйста, сейчас попробуйте какую-то вариацию разработать из этих 3 нот. Вот так. Обычно первое, что встречается со стороны клиента, так это такое... Ну, даже некоторое удивление, что... Почему? А что же говорим? делать? Хорошо, все люди смертны. Ну и что? Понятно, это точку поставил и умер. Все, больше ничего с этим не сделаешь. Зачем об этом говорить? Как будто. Ну да. Но вот здесь этот пример из Набокова, когда он говорит, что, ну да, правильно, все люди смертны, но я-то не все. Вот этот пример, он, мне кажется, такой очень поучительный для каждого, кто получает задание какие-то вариации создать из этой темы. Прошу прощения, надо хлопнуть и прерваться. На самом интересном месте. Зачем это? Аплодисменты. Ну, такой своего рода парадокс. Все-таки само понятие индивидуальности или экзистенциальности или еще какое-нибудь другое понятие, при помощи которого мы пытаемся вот нечто противоположное всеобщности выразить, оно в конечном итоге оказывается таким наиболее как бы общим понятием. Иначе не скажешь, что каждый человек, он сам по себе, он как бы индивидуален, да. И вот мы получили новое обобщение. Каждый человек индивидуален, но я, опять же, не все. Да. И тут парадокс. Да, вот именно. И этот парадокс, мне кажется, может быть весьма продуктивным. Как я себе представляю работу философского консультанта, он, ну, с одной стороны, конечно, само консультирование, слово консультирование мне не совсем нравится, хотя, конечно, это, наверное, травмы детства. Вот сразу представляю себе такие советы, как жить, делай то, не делай другого. Вот от этого я хотел бы все-таки отойти. То есть все-таки я, как психотерапевт или практикующий философ, являюсь скорее ассистентом, который не советует что-то в смысле консультации, а просто помогает человеку самому найти то, что ему важно. И я изначально никогда не знаю, что ему подойдет. Не знаю, насколько я прав, если сравню
вот эту практику с тем, что мы на Дальнем Востоке в дзен-буддизме находим, в частности, вот эта практика медитации с куанами. То есть, если учитель задает своему ученику задание решить проблему, ну, к примеру, там, какой звук мы слышим, когда хлопаем одной ладонью. Не так вот, как вы только что это сделали, Алексей. Не так банально, да. Да, не так банально. Вести человека, который пришел к тебе за помощью, в такое состояние неопределенности, то есть вывести его из равновесия, ну, это же звучит немножко, может быть, слишком радикально, но где-то в эту сторону. Таким образом, да, можно попытаться как-то помочь человеку, просто который сидит где-то глубоко на дне колодца своей души и не может двинуть ни одним мускулом души. Помочь такому человеку все-таки преодолеть вот эту статичность. Себя ловлю на том, что я уже последние 3 минуты думаю про этот вопрос, про ладонь. И я думаю, что кого-то, наверное, он мог бы достаточно сильно рассердить, как какой-то бессмысленный вопрос. Да. Мне он как-то, кажется, как вопрос, который, во-первых, пробуждающий интерес, а во-вторых, как-то показывающий, наверное, о наличии каких-то других вопросов другого порядка, которые действительно могут, если не достать дна колодца, по крайней мере, как-то увидеть, этот просвет или какой-то... хотя бы вверх посмотреть. Посмотреть и понять, что там что-то существует. Да, что какой-то выход есть, да. Что ты, сидя на дне колодца, вовсе не замкнут в каком-то пространстве. Все, мечта твоя сбылась. Дубль 101. Дубль 101, да. Томас, как мы говорили, было бы очень здорово, как-то интересно представить себе, как могла бы выглядеть какая-то мини-консультация. Можно попробовать. Тогда придется вам, Алексей, сыграть клиента, да? Мы ехали, я думал, с чем бы можно было бы прийти. Но так неожиданно сегодня у нас утром в машине завязался разговор с Антоном. Он сказал, что как-то там про цели. И я неожиданно поймал себя, что я в своем возрасте как-то не имею целей, что ли. Как-то делать какие-то цели на какой-то срок вперед, ставить какие-то цели, для меня это как-то очень сейчас стало, не знаю, может быть, даже где-то болезненно. Но при всем при этом у меня сегодня возникла такая мысль, это как так? То есть у меня нет целей? Я, знаете, тогда мог бы предложить вам сейчас такую игру свободных ассоциаций, которая у вас возникает в связи с понятием цели. Что здесь в первую очередь в голову приходит вам, когда эта мысль о цели возникает? Какая-то очень банальная мысль. У меня сразу цель ассоциируется с мишенью. Прямо я себе представляю. То есть такое прицелился, выстрелил, попал, приз. И какое оружие вы при стрельбе применяете? Что это такое? Лук, арбалет? Лук очень хорошо, да. Первое было лук абсолютно. Да. Лук? Лук, да. Очень странно, никогда не стрелял из лука. Лук, в отличие от арбалета или огнестрельного оружия, он требует такого подготовительного напряжения, то есть натяжения лука, когда стрелок натягивает лук и некоторое время удерживает вот это усилие, если на него обратить внимание. Оно важно, да. Вот именно я себе представляю это то есть это не немедленные попадания, да, а я как-то очень долго
должен находиться вот в этом вот именно состоянии. Да. Попытайтесь почувствовать себя в плечевом поясе, вот примерно такое напряжение, как вы только что показали, движение, и связать его, оглядываясь на цель жизни, да, вот возникают какие-то образы. Мне сейчас почему-то это кажется тщетным. Как тщетное усилие. Я не очень хочу этого напряжения для того, чтобы... То есть я не вижу таких целей. Вот если мне это само натяжение не доставляет удовольствия, то я не хочу стрелять. Потому что если я натягиваю, то я переживаю всегда. Вот во время этого натяжения у меня переживание вообще-то большое, наверное. Как бы попаду, не попаду, как-то вот. И я думаю, зачем мне все это? Если мы сейчас попробуем немножко модифицировать, вот до тех пор, пока лук не был изобретен, метание происходило немножко в другой форме. Если убираем лук и просто та же самая цель и та же самая стрела, разница лишь та, что вместо того, чтобы запустить стрелу из лука, рукой ее бросаете. Что такое стрела? Это копье, только уменьшенное, оно легкое. Мы не испытываем уже такого напряжения, а просто отводим руку так, чтобы все усилия сосредоточить в последующую фазу. Вот если как-то так эту модель взять в качестве аналогии. Я когда говорю про цель и мишень, я именно почему я представляю себе мишень как вот эту искусственную мишень, да, нарисованную мишень. Да. Когда вы сказали про копье или там камень как-то, да, я подумал, что вряд ли кто-то кидает камнями по вот таким мишеням, да. Их кидают, скорее всего, там кидали в животных, чтобы там поесть, как бы, да, и там все сразу становится на свои места, как бы, да. Если мне надо поесть, как бы, то я участвую в соревновании. В смысле, я готов стрелять в цель. А вот стрелять в какие-то искусственные цели, наверное, мне не очень как-то вот это интересно. Да? Здесь, смотрите, Алексей, произошло некоторое смещение. То есть, когда я спросил вас, из чего вы стреляете, появился образ лука, то есть такого прибора, который требует от меня определенного начального усилия. И потом все еще раз повернулось, и появилась проблема в том месте, где различие между естественным и искусственным возникает. Да, что если цель просто нарисована, то это все-таки у вас оставляет такое чувство неудовлетворенности. Но я бы все-таки предложил тогда попытаться вот эти две траектории попытаться соединить. Вот если сейчас этот момент усилия взять для начала и от него двигаться, то само натяжение лука может иметь разную амплитуду. То есть чем длиннее стрела и чем больше вы натягиваете лук, тем это усилие становится большим. И, возможно, здесь вот само усилие, оно может быть превращено в источник удовольствия, если уменьшить это напряжение. То есть не натягивать стрелу до конца, а просто так наблюдая за собой, берете вы лук в руки, натягиваете и смотрите, до какой точки натяжения вот это не превращается в какое-то дискомфортное состояние. Там сначала был интересный такой парадокс, что я вообще-то, когда пытался представить себе вот это натяжение, этот разворот плеча, как бы, да, и я подумал, что физически мне вообще-то это
ну, не отягощает, как бы, да, то есть оно даже как-то приятно, наверное, да. Да. Вот это такое движение подтягивания. Да-да, Когда... само усилие, оно меня вообще даже как-то в этот момент, ну, как-то, не знаю, радовало но вот эта тщетность этого, да, она портила это удовольствие как-то, да, то есть как-то вот, ну, то есть зачем же я это делаю, как бы, да, если я не хочу этого результата, да. Ну и вот тогда у меня возникает сразу вопрос, в каком месте вот происходит такой переход центра внимания, то есть переноса центра внимания, если вот это подтягивание совершаете примерно таким образом, что натягиваете тетиву, это приятно, а потом в какой-то момент мысль выскакивает у вас в голове. А зачем, к черту, это все? Зачем это нужно? Чем это растущее напряжение, да? Да. Ну, вся жизнь, она ведь не что иное, как стрельба из лука, да. Запустил стрелу и ждешь. И вот в какое-то мгновение может возникнуть такая мысль: о, Господи, зачем это все? Какой смысл? Когда это возникает? Мне кажется, что здесь вот этот момент такой самоцельности является таким ключевым. Вот такие рассуждения или вопросы, они могут вывести человека. Ну, конечно, это не рецепт, который там можно в аптеке предъявить, и аптекарша даст тебе таблетку. То есть всегда должен чувствовать, что данному человеку может помочь, а что скорее наоборот, и решить, что там ему предложить, а что от чего скорее воздержаться. Сейчас, наверное, будем двигаться в теплое место. Но вот один вопрос, который здесь точно хотел задать, поэтический, я не знаю, как бы вот был ли опыт использования поэзии в консультациях? И что-то, что очень близко вам было бы? Я бы сказал, что поэтический язык, он тем и отличается, что всегда есть какой-то, ну, как это назвать, подтекст или контекст, что-то, что само слово как бы раскрывает изнутри и указывает на что-то другое. Можно это даже метафоричностью называть. И вот в этом отношении мне очень важным кажется замечание, которое у Гайдеггера можно найти, когда он говорит, что все философские понятия являются формально указующими. Звучит это, думаю, согласитесь, весьма неблагозвучно, как-то очень технически. Строго. Но что он имеет в виду под этим формальным указанием? Да вот как раз то, что мы в поэзии в первую очередь и находим, что каждое поэтическое слово, оно не что-то обозначает, а скорее указывает на что-то. Указывает на что-то, к чему мы сами должны подойти. И вот когда я думаю, какие здесь еще другие сравнения можно было бы предложить, что мне самому приходит в голову, так это, ну, скажем, географические карты. Старые карты, они обычно красивые. Можно просто повесить на стену и наслаждаться этим видом. Но ведь карта, она не для этого предназначена. Она предназначена для путешествия. То есть пользоваться картой значит просто брать ее и как ориентиром, пользуясь, путешествовать в действительности. А если я просто рассматриваю эту карту, это никто запретить не может, но это не то, что нужно. Вот как-то так я представляю себе
Поэтический язык. И, с другой стороны, вот то, что Гайдеггер называет формально указующим характером философских понятий. То есть философское понятие не означает что-то, не является чем-то, что ну, как бы в готовом виде приносится мне, великим философом, на дом. И, пожалуйста, пользуйся на здоровье. Тогда, может быть, просто пойдем Хорошо. в кабинет, да? Хорошо. Тебе похлопать? Одной рукой, Алексей, похлопайте. Одно. Я похлопаю одной, да. Слушай. Что я имею в виду? Вот, понять стихотворение, да? Ну, это вот как почувствовать что-то. В этом отношении, может быть, даже вместо стихотворения в качестве примера лучше взять анекдот. Что значит понять анекдот? Это просто смеяться, когда эта история закончилась. Если смех не приходит ко мне, стало быть, я не понял. Не в том смысле, что там какая-то бессмыслица появилась, вовсе не обязательно. Я могу понять сюжет этого рассказа, но понятие понятию или понимание пониманию рознь. Мне кажется, что поэтическое слово, оно всегда подразумевает... Ладно, пойдем там. Не на ту улицу пошли. Да, немножко заблудились. Да, без карты. Поучительный пример, как в жизни бывает, как необходима карта для человека. Пошел не в ту сторону. Ну вот как-то так я себе представляю. Это и анекдоты, и стихотворения в моей голове, они очень близко друг к другу находятся. В каком смысле? В смысле вот самого характера понимания. Что я там как литературовед могу разбирать стихотворения. Как форму. Да, как форму, при помощи каких-то концепций. Для жизни это все не имеет большого значения. Наверное, такая пришла какое-то огорчение за эти поэтические произведения, которые разбирают с точки зрения формы, поскольку в каждом же, наверное, какой-то личный экзистенциальный опыт заложен. Вовсе не обязательно понимание стихотворения, вовсе не обязательно означает то, что я пробуждаю в себе то же состояние, в котором поэт находился в тот момент, когда это писал. Это может быть совершенно разные вещи, но... Что вряд ли возможно. Да. Все-таки главное это... само это пробуждение, да, вот когда я чувствую, что до сих пор существовал в тумане или на дне этого колодца, о котором мы уже говорили, или какую-то сухость в себе чувствовал, или еще какие-то образы. А потом вдруг что-то произошло, и вот как пробуждаясь утром, мы переходим от состояния сна к состоянию бодрствования. Вот какой-то такой переход я в себе нахожу. И да, в каком-то смысле, наверное, именно к этому переходу и можно свести, как я себе представляю, всю философскую практику, если спросить, а какая цель? Короткий ответ примерно так и может быть сформулирован, что цель – помочь человеку совершить этот переход. Пробудиться. Да, пробудиться.